Здрасте, с вами я, Плюрибус, и сегодня я хочу поделиться мыслями и впечатлениями о понятно каком сериале. Итак, Плюрибус — это история о том, как одна богатая и знаменитая американская писательница однажды застала объединение человечества в hive mind, то есть коллективный разум. Разумеется, с полной утратой индивидуальности и коллективной личностью, которая называет себя «мы». Pronouns пошли, понимаете? Типа «мама, я должна сделать камин-аут, называй меня теперь «мы». Сериал оказывает на меня сильное эмоциональное воздействие в редкие моменты, когда я его смотрю, потому что я прекрасно понимаю, как это, когда все вокруг считают, что я не права, а они правы. И вообще, нужно быть конформисткой, постараться исправиться и стать как они. А? Хотя сама бы я предпочла сделать их похожими на себя. Ну, один в один сюжет Плюрибуса, прям про мою жизнь. Не знаю, доводилось ли вам себя так чувствовать, но этот сериал отлично передает подобный опыт. Для того, чтобы сюжет был интереснее, сценаристы добавили главной героине суперспособность, когда она орёт на представителей коллективного разума «мы», их корёжит, и они гибнут в астрономических количествах. Но поскольку этот разум Ули живет в телах практически всего человечества, получается, что и рандомные люди просто врут из-за ее истерик. Ужас, да? На этот сериал есть два видения. Видение американцев и видение эльтиль, можно сказать, эльфийское. Давайте начнем с американского. Обзорщики с родины сериала считают, что это сюжет о вымирании и деградации. Да, даже не знаю почему. Человечество стало жертвой космического скама. Прошлось по ссылке на фишинговый сайт, скачало вирус. Само себе его установило и теперь мучается. Значит, злые инопланетные хакеры подсунули нам вирус и ждали, пока мы его сами запустим и дружно вымрем. Больше того, американцы усмотрели отсылки на подозрительно похожий эпизод легендарного сериала «Сумеречная зона». Это как «Черное зеркало», только с мистикой, волшебством там, ну и еще из 60-х. По мнению американцев, главная героиня является потомком инопланетян, пославших сигнал, и именно от этого у нее иммунитет к сигналу и суперспособности повелевать этим хайвмайндом, ну точнее его терроризировать. И вообще, скоро прилетят такие же, как она, господа Master Race, и поработят умирающие от голода остатки человечества. А умирать они от голода будут, потому что никого не убивают, включая насекомых, которые едят их агрокультуры. И вообще, они воспринимают тела как hardware, то есть как бренные оболочки и технические устройства, которые содержат внутри себя программу, которая является этот hive mind, то есть обобщенный разум, коллективное сознание. И что оно может мигрировать из тела в тело, и поэтому в идеале нужно вообще сократить популяцию до горстки людей, которые будут в себе содержать всю мудрость человечества. Ну, в общем, очень американский сериал, как вы уже поняли. Вся надежда на то, что писательница спасет заблудших, понимаете, посредственности заблудших. Она их спасет волшебной силой индивидуализма, свободным ношением оружия, может быть, какой-нибудь криптовалютой, и вот этим вот она всем их спасет. И яблочным пирогом с мороженым и сыром, что там еще американцы любят. 4th of July устроит им. Вот такое мнение американских обзорщиков про этот сериал. И они разделились на два лагеря. Получится у нее спасти всех или не получится. Теперь мое мнение. Эльфийское. Понимаете ли, я вижу кругом сплошные метафоры. 24/7. Даже глаза закрываю, а там метафоры.
Такова моя натура. Главную героиню ее зовут... Carol is basically a walking workplace hazard. И она старший миллениал или даже младшее поколение X. Это просто метафора на Карен. Если кто не в курсе, Карен называют сварливых дамочек, которые вечно недовольны сервисом всяческих умирающих от голода работников сферы услуг. И чуть что сразу требуют позвать менеджера и пишут жалобы. Однажды я работала кассиршей и насмотрелась там на таких. Carol Они есть, жалобы пишут. Спойлер, всем на эти жалобы плевать. Так что пусть пишут дальше. Но настроение это портит изрядно. Так что если вы хотите испортить работнику сферы услуг настроение, вы ей скажите, что напишите жалобу. Настроение испортится, писать ничего не нужно. Вы уже и поднасрали капитально. Вот такие вы психологические, потребительские террористы. Ой, это же про сериал было. Ладно, потерпите. Я сделаю ссылку для перемотки. Такой магазин в Москве на Автозаводской называется Player.ru. Не плеер, как видеоплеер или аудиоплеер, а именно Player, потому что они написали на английском Player, P-L-E-E-R.ru. И это, знаете, такой несостоявшийся, не знаю, ситилинк, несостоявшийся. Что бы вы в нем ни купили, возврату оно не подлежит. Хотя они клянутся, божатся, что все вернуть можно. Это неправда, это обман. Что бы вы там ни купили, вас посылают на второй этаж. Там сидит жаба, похожая на человека, и ее прихвостни жабьи, лягушата. И как только вы пытаетесь что-то вернуть, жаба вам находит повод отказать. Это все вы не правы, а они правы. И в итоге получается ситуация 3 против 1, когда 3 сотрудника на вас не то чтобы прям орут, но скорее вам, перебивая друг друга, постоянно не затыкаясь, говорят, знаете, как будто в фильме «Иди и смотри», там орда бабушек, одновременно причитающих, кушающих. Вот тут вот такая орда сотрудников, отказывающих вам, чтобы вы перестали пытаться что-то вернуть. И вот они пускают в эту комнату по одному. Я, значит, стою перед комнатой возврата, слышу, как там этот хор стоит, этот хор бабушек кликуш. Потом оттуда выходит очень разгневанный человек, которому, очевидно, не удалось вернуть обратно покупку на этот Player.ru. Потом захожу я, то же самое происходит со мной. Местный магазин прекрасно в курсе, что там происходит. Это их осознанная политика. Жабе доплачивают за моральные страдания, чтобы она вот это вот сидела и постоянно... не знаю, может, она получает удовольствие от этого, такое, знаете, нездоровое. Поиздеваться над людьми, чтобы над ней поиздевались, поговорили всяких нехороших вещей. То есть, как бы, такая политика у магазина. Теперь вы знаете. Now you know. Ладно. Главная героиня Карен. И, в свою очередь, коллективный разум, вот этот вот мы, это такая инфантильная версия Греты Тунберг. Такая глобальная инфантильная Грета Тунберг, которая одновременно вселилась во всех людей планеты. В худшем своем варианте. То есть без какого-нибудь, без тормозов вообще. Только почему-то это существо бесхребетное, беззащитное, наивное. Иными словами, типичный миллениал глазами старших поколений. И, конечно же, зумер тоже. Принято считать, что зумеры, думеры и пофигисты. А миллениалы такие розовые наивные существа. Так что будем считать, что это очень-очень младший миллениал захватил Землю. Видимо, сценарий писали еще до зумеров и их асоциальных наклонностей. Впрочем, из тех зумеров, с которыми я общалась лично, у меня впечатление... Да, это про тебя. Все правильно, про тебя. У меня впечатление, что они еще травояднее, чем миллениалы. Выходит, у нас банальный конфликт поколений, когда уходящая в прошлое Карен, по большому счету, неолибералка старой школы, а-ля Никсон, Маргарет Тэтчер и вот эти все товарищи, она противопоставлена захватившим мир сторонникам новой этики, которые все делают неправильно и даже стали веганами и вообще сплошные хиппи на максималках. Больше того, коллективный разум, к которому подключены крайнее поколение, у нас вообще-то
и без сериала есть. Это интернет называется. Тем более с нейросетевыми агрегаторами или с соцсетями тоже, если кто-то ими еще пользуется. Ну там, какой-нибудь Пикабу не к ночи будет упомянуто. А старшее поколение, как нетрудно догадаться, из этого коллективного разума выпадают и все больше чувствуют себя на месте Карен из сериала. Вы все дураки и не лечитесь, а я умная, в белом пальто стою, красивая. Пук-пук-пук. Или, можно сказать красивее, например, красной пестрой нитью проходит неприкрытая сверхидея, мозоля глаза искушенной зрительницы. По моему мнению, метафорический конфликт сериала устарел лет на 5 минимум. Это доковидная идея. Потому что новая этика была дивным цветком ушедшей бель-эпох, нашего нового потерянного интербеллума, промежутка мира между холодной войной и тем, что кряхтящие пенсионеры нам тут устроили в начале 2К20-х. Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами. Бойся, мы идем! Гойда! Да. Есть мнение, что американские движения за социальную справедливость – это ловко перенаправленная корпорациями классовая борьба, которая, кстати, запрещена в Российской Федерации по Конституции. И что скоро пролетариат, ну да, и люди, которые почему-то думают, что раз они средний класс, то они не пролетариат, так вот, скоро им станет окончательно плохо там в Америке, и перенаправлять классовую борьбу на ксенофобов и евреев, гомофобов и геев, масонов и мизогинов, расистов и мигрантов. Ставьте нужное. Вот уже не получится перенаправлять туда конфликт. Наступит фашистская фаза империализма. Искренне надеюсь, что эти прогнозы не сбудутся. Ну или что я успею сбежать. Напоследок добавлю, что в сериале очень странная ситуация, когда вот этот коллективный разум ведет себя, нереалистично. Я понимаю, что ситуация в целом сказочная, но даже если волшебной магией, вот по правилам волшебства, допустим, из вселенной Гарри Поттера, пускай, почему нет, все же его любят. Какие еще есть классные вселенные с волшебством? Сериал «Волшебники» кто-нибудь помнит был? В 17-м, кажется, году закончился. Интересный был, по книгам. Так вот, если им просто вот ненаучным объяснением о магии все разумы объединить в один, то, не получится у вас вегетарианская Грета Тунберг. У вас получится лицемерная, хищная гедонистка, помешанная на самообмане и самоутверждении. Точнее, даже не гедонистка, а гедонистку, потому что это же будет усредненный гендер. Если оно все мы, то там оно и не мужчина, и не женщина, оно мы. Ну вы поняли. Очень, видимо, волнует американцев не подорожание всего на свете, а именно кто там как называется. С перекосом в рациональность. Это вот этот вот сверхразум коллективный был бы, наверное, чем-то вроде Рика Санчеза из Рика и Морти. С перекосом в чувственность получилась бы, принцесса Пупырка из «Пары приключений» с Финном и Джейком. Потому что все люди, даже новорожденные, это в первую очередь когнитивно-гносеологические наркоманы. Нами движет, понимаете, что нами движет? Да, скука и всякие подсознательные импульсы. У нас полно иррациональных проявлений и психозов. С чего вдруг в коллективном разуме все эти черты куда-то денутся? Вот из интернета они куда-то делись? Там что, все ходят и только нахваливают друг друга? Пишут про розовых коней и делятся рецептами печенек? А Даркнета вообще не существует, по-вашему? Как же? Я очень удивилась, когда объединенное человечество в сериале устроило мюзикл «Волосы».
Ну, знаете, с цветами в дулах автоматов, хороводами, айаваской и вот этим всем. В моем представлении сначала тела бы отсортировали по применению для разделения труда на самые чувственные, ну, чтобы использовать их в качестве общего органа осязания для получения удовольствий. Возможно, еще и Танатоса, кто знает. Причем без оглядки на возраст и этническое разнообразие. Кто чувственнее, тот и будет использоваться в качестве осязательного органа. Был бы фонд мышления для обработки научных данных и вычислений. Ну, потому что у кого лучше получается работать головой, те пускай дружно сидят и работают, пока другие работают, что у них там лучше другой работает. Ну и, конечно же, были бы рабочие дроны для созидательной деятельности. Те же, кто не годится ни в какую категорию, пошли бы просто их обслуживать всех дружно. Я понимаю, что когда у вас огромное количество серверов, то можно децентрализовать нейросеть между ними, и все они будут работать примерно с одной нагрузкой, но объективно получится нерациональный расход ресурсов. Ну, это просто, если уж вы такие рациональные, то почему бы не приспособиться, не использовать то, что у вас есть по максимуму. И еще коллективному разуму пришлось бы выделить творческую элиту в затуманенный веществами кластер, условно отделенный от общего массива, чтобы те создавали сюрпризы, генерировали новизну и вдохновение. Потому что, потребность в этом все у человеческого объединенного сознания никуда бы не делась, возможно, бы даже усилилась. А если оно уже знает все произведения, которые созданы ранее, и может просто чуть-чуть посидеть, повспоминать, какое-то время этого, конечно, хватит, но новизна заставит двигаться дальше. Иначе бы мы с вами вместо того, чтобы узнавать что-то новое, просто бы круглые сутки сидели и вспоминали что-нибудь из прошлого. Мы так не делаем? Не делаем. Почему коллективный разум должен это делать? Глупости. Короче, пришлось бы как-то создавать вот эту вот новизну, сюрпризы. А то иначе просто все было бы гигантским спойлером. И очень быстро коллективный разум, если бы он был человеческим коллективным разумом, а не просто каким-то инородным инопланетным чуждом, которому ничего не нужно. Вот человеческий бы захандрил точно. Поэтому пришлось бы как-то придумывать что-нибудь такое развлекательное. И это, конечно же, все, что я описываю, по моему мнению, это в случае рационального поведения коллективного разума. Ведь с таким же успехом он может начать творить всякую дичь, что совершенно обычное явление, как для человеческих социумов в целом, так и для индивидов в частности. Например, коллективный разум мог бы начать вести канал на Ютубе, который никто не смотрит, не ставит лайки и не подписывается. Вот. И придумать новую религию, не знаю, может даже новый рецепт сэндвичного торта. Ну, вы поняли. В общем, шляпа ваш плюрибус, выжималка эмоций, как аниме, когда эмоциональная реакция зрителей важнее, чем сюжет. Я такое не одобряю. Нет.